Раз, два, три. За эти много лет я очень изменился. Как и кардинально изменилось мое мышление, отношение к себе и миру вокруг нас. И вот, 21 января мне исполнилось 20. И знаете, за эти 20 лет я очень многое понял. Последние несколько лет я провел в углубленном изучении самого себя. Я боролся с комплексами, сталкивался с трудностями и тяжелыми операциями. Был замкнутым человеком, становился жертвой токсичных отношений, травли, преследования, познакомился с одиночеством и несколько лет жил в конфликтных отношениях с мамой, чтобы в конечном итоге с гордостью называть маму своим лучшим другом, с удовольствием проводить время наедине с собой и любить себя, и называть себя счастливым человеком. И я бы хотел поделиться своими мыслями с вами, которые многим покажутся открытием в 30 или даже 40 лет, которые в первую очередь связаны с счастьем, самоопределением и внутренней свободой, а не просто мысли о том, какие зимние тарифы на коммуналку высокие. И раз уж мы заговорили про возраст, начнем с первой вещи. Мы все с вами дети-фантазеры и остаемся ими до самого последнего дня жизни. А теперь постарайтесь уловить мысль. Как мы в детстве играли с солдатиками, машинками, обменивались листиками, по такой же аналогии выстроен весь мир. По факту, мы появились на этой земле, на которой нам ничего не принадлежит, и мы начали фантазировать. Вся экономика строится на торговле недрами земли, словах и обещаниях. Только мы, подобно детской фантазии, все выдумали. Мы выдумали систему, мы выдумали религию, мы выдумали для всего ценность, мораль и значимость. И все дружно живем в нашей общей детской игре. Только теперь вместо солдатиков настоящие люди, вместо листиков фиатные валюты. И чтобы наши фантазии продолжали стабильно существовать, существует государство, существует система. Сложно. Но к чему я веду? Если вокруг нас все одна большая выдуманная игра, значит и мы внутри этой игры можем быть тем, кем хотим, и жить так, как хочется нам. Каждый из нас по-своему заложник своих же фантазий. Когда мы выдумываем незначительным проблемам катастрофический окрас, когда мы сами выдумываем себе проблемы и делаем их нашими спутниками по жизни, когда сами возводим себе табу на естественные вещи, и так можно до бесконечности. В мире ничего не имеет значения. Значение только у нас в голове. И счастливы мы лишь тогда и до тех пор, пока мы остаемся детьми с безграничной фантазией и мечтами. Когда мы можем спокойно говорить на разные темы без внутренних оков, табу и ограничений, когда мы не заносим себя в рамки, и когда видим мир так же, как видят его дети. Умеем радоваться мелочам и веселиться. Ведь только дети видят в нем счастье. Ну ладно, как-то загрузило немного, вторая будет попроще. Мы не принадлежим самим себе в полной мере. Я старался. Дело в том, что ваши желания, мысли и действия уже давно заложены внутри вас, что также предопределяется вашими гормонами, о которых я дотошно говорил весь прошлый год. Вы чувствуете удовлетворение от дофамина, злость от кортизола и всякое такое. Мы как марионетка, за нитки которой нужно постоянно дергать, чтобы та шевелилась. И в этой схеме так легко потерять контроль и перестать видеть границу нашего искреннего желания и нашей зависимости, нашей слабости, нашего порока. Поэтому самый главный навык, которому нужно обучаться, это осознанность и полный контроль над собой и своими желаниями. На протяжении 2 лет я принимаю ледяной душ. На протяжении года я регулярно посещаю спортзал. На протяжении многих месяцев я формирую новые привычки и борюсь со старыми вредными. И каждый день мне с утра не хочется включать холодную воду. Периодически мне не хочется идти в спортзал, и порой так лень взять в руки книгу. И все, что я делаю, это соблюдаю тупую, прямолинейную дисциплину. В потоке оправданий я включаю ледяную воду. В потоке отмазок я выхожу из дома и иду в спортзал. И беру книгу, даже когда невероятно лениво. Я внутренний конфликт решаю действием. Я ставлю себя перед фактом. И я всегда делаю тот выбор, что сделает меня лучше и сильнее, а не вечно сожалеющий и оправдывающий свое бездействие неженкой. Никакой торговли с собой. Вы диктуете себе условия. И точно так же лишь я могу выбирать свои мысли и свои эмоции. Ведь все вокруг нас – это наш выбор. То, как мы живем – это наш выбор. Если мы не развиваемся и новым друзьям – это наш выбор. Мы не стремимся к развитию и улучшению – это наш выбор. Человек совершает зло, человек совершает добро. Человек агрессирует на маленькую неудачу, а другой хвалит за маленький прогресс. Это все выбор. И это нужно осознавать. И все мы вольны выбирать. Слезы, улыбку, смех. Нас окружает жизнь, а за нами остается выбор
как мы на нее будем реагировать, как мы ее будем проживать. Твоя жизнь и твое счастье только под твоей ответственностью. Тебе никто не поможет, а даже самый близкий человек с тобой лишь на время. Из максимально насущных примеров. Я не злюсь на близкого мне человека, если он опаздывает. Я не злюсь, если он или я совершил ошибку, если я в школе получал плохие оценки. И также не плачу и не умоляю девушку или друга остаться, если она или он решили перестать со мной общаться. Ведь я понимаю, что я в своей жизни приоритет. И я волен контролировать каждую свою реакцию на окружающий нас мир. Волен самостоятельно выдумывать важность каждого события. И в-четвертых, важно обучаться, важно стремиться к улучшению. И речь не про то, что каждый из вас должен становиться миллиардером. Речь про то, что каждый из вас достоин стать лучшей версией самого себя и достойной жизни. И в современном мире у большинства из нас есть такая возможность. Есть такой выбор. Не тогда, когда у вас много вредных привычек и пороков, которые управляют вами, а тогда, когда вы управляете своей жизнью, образовываете себя, улучшаете себя и развиваетесь. Нас ничего не может остановить. Нас не могут остановить проблемы, нас не могут остановить препятствия, нас не могут остановить люди. Остановить себя можете только вы. Эволюция показала, что выживает только тот, кто развивается и приспосабливается. Слабые в этой игре проигрывают. И то же самое с профессиями. Нужно выбрать ту, которая будет нравиться вам и будет идти в ногу со временем. А в этом может помочь курс «Профессия Data Scientist» от образовательной платформы Skillbox, которую я вам рекомендую. На этом курсе вы не только освоите Python, SQL и актуальные версии инструментов для работы, но и научитесь собирать и анализировать данные, самостоятельно решать нестандартные задачи, обучать нейросети и освоите одно из 3 направлений: машинное обучение, дата-инженер и аналитик данных. Уже через 9 месяцев обучения вы сможете трудоустроиться и начать зарабатывать от 120 тысяч рублей. Курс постоянно обновляется, а вы получаете к нему доступ навсегда. На протяжении всего обучения с вами будет наставник, что будет указывать на ошибки, помогать разбираться в сложных темах и ответит на все вопросы. А по окончанию гарантированная помощь в трудоустройстве и ваше готовое портфолио. А по промокоду Альберт1 для моих подписчиков будет скидка 60%. Оставляйте заявку прямо сейчас, пока действует акция, а ссылка в описании или по QR-коду на экране. Я давно для себя осознал полезную вещь. Если ты за день не изучил ничего полезного, никак не улучшил свою жизнь, не приблизился к своим желаниям, или хотя бы не получил искренних положительных эмоций, какого-либо опыта, то день прошел зря. Конечно, нужно уметь развлекаться и разгружаться, поиграть и потупить в соцсетях. Но помните мои сравнения с балансом, когда полезного должно быть в преимуществе над вредным, а не наоборот. А самый маленький шаг – это тоже действие. И раз упомянул отношения, запомните одно правило. Не ходите в магазин на голодный желудок, иначе возьмете много того, что не нужно. С отношениями полная аналогия. Никогда не вступайте в отношения, когда вы чувствуете одиночество, когда вы чувствуете, что вам чего-то не хватает до тех пор, пока вы не научитесь давать это самому себе самостоятельно. Иначе отношения будут зависимыми, а любовь неискренней, в каком-то смысле корыстной. И вам, и вашему партнеру будет очень больно. И в первую очередь любить нужно себя. И строить отношения нужно с собой. Ведь они задают тон всем остальным. Все можно и нужно решать через диалог. Нет ни одной вещи, ни одного конфликта, который не решался бы через доверительный разговор. Будь то во взаимоотношениях с друзьями, с родителями или в отношениях с партнером. Никогда не заглушайте эмоции и никогда не оставляйте проблему нерешенной. И при любой ссоре, конфликте, особенно с близким человеком, не забывайте, что вы сейчас боретесь не с человеком, а с проблемой и разногласием. И ваши совместные усилия должны быть направлены именно на совместное решение проблемы, а не на вражду друг с другом. Воспринимайте время и людей как главы, как этапы, как опыт. В 2019 году были мои самые травмирующие отношения, а с 2021 по середину 2022 были мои самые лучшие. Но все они закончились. И каждому из этих партнеров я безмерно благодарен, как и благодарен тому времени. Если бы не негативный опыт, я бы не изменился как личность и не стал тем, кем я являюсь. А в 22-м я увидел и осознал, как нужно любить и что такое настоящая, здоровая любовь. Что помогло мне избавиться от старых страхов и понять русло, в котором мне нужно двигаться. И запомните, негативный опыт –
Это самый полезный опыт в жизни, как и совершаемые ошибки. Ничего так лучше не учит, чем сама жизнь, чем страх и победа над ним. Нет негативного опыта, есть лишь уроки. Если бы за те предыдущие года со мной не приключилось столько проблем, я бы дальше и оставался мальчишкой, что не видит дальше своего носа. Если бы меня не сломали, я бы не смог собрать себя заново и стать новым человеком. А ведь порой, чтобы что-то починить, нужно сперва сломать. Саморазвитие лежит через саморазрушение старых убеждений, старых интересов, старого себя. Даже в спортзале мышцы увеличиваются не потому, что бесконечно надуваются, а потому что повреждается ткань, которая потом заполняется новым материалом. Организм становится сильнее и выносливее, ведь мы травмируем его, и он адаптируется. Так же и с личностью. Страх – это наш основной помощник во всем, наравне с интуицией. Интуиция нередко знает, что именно нам необходимо сделать, как и страх сигнализирует нам о том, что есть новая точка роста. Раньше я боялся камеры, сейчас у меня поставленная дикция, и я блогер. Раньше я боялся времени наедине с собой, сейчас же я люблю одиночество. Делать то, что боишься. Конечно, не спрыгнуть с крыши, но выступить на сцене, познакомиться с новым человеком или попытаться изучить новый навык, начать бизнес и так далее. И обуздайте одиночество. Многие из нас максимально зависимы от других людей. Да, мы существа социальные, нам необходимо находиться в обществе, но я говорю про негативную черту. Когда человек боится пойти гулять один и не может без друзей, когда человек зависим от мнения общества, когда состояние человека в принципе зависит от другого человека или группы людей. Партнера, друзей, компании. Я раньше в отношения втягивался, потому что мне не хватало внимания. Я общался с неприятными мне людьми, потому что зависел от этого общения. Даже несмотря на то, что мое внутреннее я протестовало и мне не нравилось находиться в таком окружении. Я для себя понял, что я чувствительный человек, которому нужно одиночество. А я всегда его боялся. Так получается, что чем больше тебя что-то раздражает, чем больше ты чего-то боишься, значит, то тебе близко. Люди завидуют другим и ненавидят зачастую не потому, что есть на то причины, а потому что тем, кто ненавидит, чего-то не хватает, и они злятся на тех, у кого это есть. Я завидовал блогерам и ненавидел тех, кто много зарабатывает, пока не осознал, что я злюсь на отсутствие у себя богатой жизни, и начал самостоятельно ее добиваться. Я боялся одиночества и завидовал людям, что путешествуют в одиночестве, пока не понял, что мне самому не хватает времени наедине с собой, и пока сам не стал таким же. Я часто люблю гулять, путешествовать, отдыхать в полном одиночестве. Так сложилось, что я такой человек, что питается тишиной и спокойствием. И чем больше я побуду наедине с собой, тем больше будет моя социальная батарейка для общения с другими людьми. Тем больше это помогает мне понять себя и развиваться. Чем больше вещей вы можете позволить делать себе независимо от других, тем вы могущественнее. А мой круг общения состоит буквально из нескольких человек. И меня все устраивает, ведь за столько лет я полностью поменял свое отношение к статусу знакомый и друг. Теперь для меня не важно, будет ли у меня 100 друзей и огромное количество знакомых. Зачем мне 100 пустых людей, когда мне достаточно нескольких, которым я могу полностью доверять? Дело в качестве, не в количестве. И это тоже очень важно. Для лучшей жизни повышайте комфорт, повышайте условия. Повышайте качество. Так с вещами, так с продуктами, так с людьми. Минимализм по отношению к жизни очень полезен. Обращайте внимание на то, с кем вы общаетесь, и окружайте себя только лучшими для вас людьми, с которыми вам комфортно. 2 максимально близких друга лучше 100 малознакомых приятелей. 1 прекрасный партнер и здоровая любовь лучше, чем 100 одноразовых связей. Несколько вещей и образов из качественных материалов лучше, чем сотни низкокачественных вещей, что вы никогда не наденете. Качество всегда в приоритете. И самое главное, что я уяснил из одиночества, это диалог с самим собой. Важно уметь разговаривать и слышать свое внутреннее «я». Оно никогда вас не подведет. Этому, кстати, я учу в своем марафоне «Перезагрузка», и ссылка на него в описании. Именно это чувство позволило мне встать на тот путь в жизни, который близок мне. Выбрать ту деятельность, что мне интересно. Именно это внутреннее чувство направляет меня, и благодаря нему я, словно как по компасу, ориентируюсь в поиске своего счастья и в построении своего будущего. Ну и немаловажные вещи. Всегда ведите контроль своих дел и задач. Составьте себе календарь и придерживайтесь его, включив в него полезные активности.
Контроль вашего дня и рутины – очень нужная вещь, ведь таким образом можно эффективнее им распоряжаться, а также в случае необходимости эффективнее делегировать задачи. Обязательно в этом графике придерживайтесь четкого режима сна, ведь, как я уже говорил, нами влияют гормоны, и чтобы положительно влиять на их выработку, нужно соблюдать режим сна и спать достаточно. А особенно хорош ранний подъем, который точно стоит попробовать внести в жизнь, если есть такая возможность. К тому же, это развивает дисциплину и позволяет эффективнее формировать полезные привычки. Если вы контролируете свой режим, свой день и список дел, вы уже на пути к управлению собой и своей жизнью. А без дисциплины и самоконтроля успех и высокие достижения в жизни просто невозможны. И также на ежедневной основе занимайтесь спортом, делая хотя бы какой-то минимум. Спорт положительно влияет на выработку нейромедиаторов, и вы банально чувствуете себя лучше. А здоровье – ваше все. Также регулярно вносите в свою жизнь новые привычки и новые увлечения. Старайтесь пробовать то, чего раньше не пробовали, чего раньше не делали. Иными словами, изучайте эту жизнь. Таким образом вы расширяете свой кругозор и учитесь смотреть на одни вещи под разными углами, не ограничивая себя рамками своих убеждений и увлечений. Ведите учет своих финансов, даже минимальный, и изучайте инвестиции. Мы живем в такой системе, где деньги – это основной ресурс, и важно учиться им пользоваться максимально эффективно, чтобы вы им пользовались и деньги работали на вас, а не наоборот. Также учитывайте свои эмоции, контролируйте их и ведите дневник своих мыслей и чувств. Регулярно, например, каждый вечер записывайте то, что чувствуете в электронном или письменном виде, чтобы перечитывать это через время. Это как минимум разгружает голову, а как максимум делает вас осознаннее и учит находить новые решения, улавливать ловушки своего мышления. И в первую очередь инвестируйте в самого себя и свои эмоции. Нет лучшей инвестиции, чем вложить деньги на изучение интересной профессии, на заботу о себе и своем ментальном здоровье, или отложить на путешествие в другую страну и отправиться туда в одиночку. Чем больше исследован мир вокруг, тем больше ваш внутренний мир. И, наверное, одно из самых основных – делайте акцент не на цели, а на своем пути. Перестаньте намеренно искать счастье и искать отношения. Перестаньте бесконечно думать о деньгах. Когда ищут клад, акцент делают не на крестике на карте, а на пути к этому крестику. Из своего опыта я понял, что чем больше я зациклен на поиске отношений, тем хуже это выходит. Чем больше я зациклен на том, что я хочу денег, тем дальше я от своих целей. Ведь дело не в конечной точке, а в том, каким путем ты дойдешь до нее и каким человеком ты должен стать, чтобы до нее добраться. И запомните одну важную фразу, которая однажды мне помогла. В каждом человеке вы будете видеть предыдущего. Проблемы будут повторяться из раза в раз до тех пор, пока урок не будет усвоен. Это были 20 вещей, которые я понял за свои 20 лет. Надеюсь, это было вам полезно. Спасибо моим спонсорам с Boosty, подписывайтесь на канал, обязательно включайте уведомления, приходите на мой марафон и подписывайтесь на мои социальные сети. Все ссылки в описании. Всего хорошего.